Добрый день, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим уйгурскую самсу на песочном тесте. Получается очень вкусно. И для начала мы приготовим тесто. Для этого на рабочую поверхность просеиваем 500 грамм муки. Добавляем холодное сливочное масло 250 грамм и рубим ножом до крошки. Затем всыпаем соль 1 чайную ложку и разбиваем 2 яйца. Также добавляем 100 граммов холодной сметаны. Замешиваем песочное тесто, потом готовое тесто убираем в целлофан и отправляем в холодильник до тех пор, пока мы будем готовить начинку. Начинку я сегодня буду готовить из говяжьего мяса. Его у меня 700 грамм. Оно немного подмороженное, так просто легче будет нарезать мясо на кубики. Столько же грамм мы берем очищенный лук, то есть 700 грамм, и нарезаем очень мелко. Отправляем нарезанное мясо в большую миску, добавляем лук и добавляем соль и черный перец по вкусу. Я еще добавила немного оливкового масла. Если мясо жирное, то масла не понадобится. И затем тщательно нужно перемешать начинку до тех пор, знаете, чтобы лук выделил свой сок. Достаем наше тесто из холодильника и затем делим на кусочки. Вес каждого кусочка у меня примерно по 40 грамм. Каждый кусочек теста скатываем в шарики. И затем будем раскатывать в тонкую лепешку. Ну, не совсем тонкую, где-то примерно 3-4 мм толщины. Теперь кладем столовую ложку начинки, складываем пополам и защемляем края. Я сняла специально медленно видео, чтобы вы хорошо видели, как я леплю уйгурские пирожки самсу. Честно признаюсь, я сама не мастерица лепить их, но с каждым разом получалось все лучше и лучше. В принципе, не так важна эта лепка. Можете слепить так, как вам удобно, как вы привыкли. Самое главное, что самса будет по-любому очень вкусная. Готовую самсу перекладываем на противень, застеленный пергаментом, смазываем яйцом и посыпаем кунжутом и тмином. Обязательно нужно заранее разогреть духовку до 170 градусов и выпекать самсу 40 минут. Режим вверх-вниз без конвекции. Уровень средний, чтобы самса не пригорала. Получается очень вкусно. На следующий день они бывают мягкие, а вот именно после выпечки тесто получается хрустящее. Начинка за счет количества лука получается очень сочной. Обязательно приготовьте. В принципе, можете начинку выбирать любую. Это может быть куриная грудка, куриное филе, все, что вы хотите. Готовьте на радость и приятного аппетита!